Токио! Современный мегаполис и мечта каждого путешественника. Сейчас я расскажу, как прошел мой недельный трип по столице японской культуры и азиатского мира. Бери печеньку и поехали в сюжет. Конничева, ребята! Япония, Токио. Другой мир, другая планета. В сравнении со старушкой Европа это полноценно новый мир. Мир аниме, суши, саке и других стереотипов, о которых я упомяну далее в ролике. Япония – островное государство в Восточной Азии с населением 126 миллионов человек, занимает шестую строчку по численности населения стран Азии. Интересно, что Япония является моностраной, где по этно-расовому составу японцы занимают всего лишь 97%. Страна с наличием 152 вулканов, один из которых самый красивый, да и знаменитый во всем мире – гора Фудзияма. Первый раз попав в Японию, сходишь с ума от обилия контрастов во всем. Жара и духота на улице, кондиционеры выкручены на максимум в метро и магазинах, яркие неоновые вывески, которые дают атмосферу киберпанка, офисный планктон в костюмах и молодежь в супер безумном стиле одежды, небоскребы, соседствующие с одноэтажной Японией, ну и классическими японскими домами. Nintendo, Sony, Honda и еще куча знакомых нам компаний и продукции, это все сделано здесь, в Японии. Made in Japan, как сейчас помню в детстве, проигрыватель кассетный Asaka, папы, ну и вилка от розетки японская с переходником. Кстати, немного об этих японцев. В помещении принято ходить без обуви, поклоны вместо рукопожатий, уважение к окружающим и тишина в метро. Токио – столица в Японии и 12 миллионов токийцев, которые каждый день создают пульс жизни в этом огромном городе. Кстати, про Токио. Самый безопасный мегаполис в мире, на секундочку. Как и вся Япония. Очень безопасно, даже оставленные вещи здесь никому в голову не придет украсть. Сколько уже есть на ютубе видео экспериментов по этому поводу. После 16 часов полета и дикого кондиционера в самолете, ну и я в коротких шортах, меня немного просквозило, так что далее я с обветренными губами и уставший в некоторых кадрах. Ты не пугайся сильно, ладно? Ах да, а пока что можешь лайк поставить, почему бы нет. Ну, тёмики-бомики, поехали дальше в сюжет. В онлайне купили билеты на метро, тикет на 48 часов. Идем по QR-коду сканировать и забирать наш тикет. Заходим на такую станцию, выбираем язык. Вот QR-код, по QR-коду. И по идее должно работать. 2 тикета. Окей. Первый. И второй. Второй. Все, теперь мы с 2 билетами, которых еще нету срока валидности. После первой проездки пробиваем и 48 часов имеем тикет. Стоимость 2 тикетов, сколько они стоят? 1200 каждый, 1200 йен, около 8 евро. Дальше нам, кстати, предстояло двухчасовое выяснение, как работает токийское метро. Кстати, о нем. Планировка многоуровневых метро, где под Токио находится еще один подземный город. Большие переходы, расстояние между соединениями станций, подземные торговые центры, прикинь? Ну и своеобразный вайб подземки японской. Это то, что меня вообще прям впечатлило в токийском метро. Кстати, левостороннее движение даже в метро. Лестницы, лестницы, лестницы и опять эти лестницы. Меня заставляют делать кардио, тренироваться на протяжении всей этой поездки. Бесплатные туалеты на каждой станции метро, это вообще топ. Токийский метрополитен, кстати, является одним из крупнейших в мире по пассажиропотоку. Японская пунктуальность в расписании поездов, это вообще не что-то супер. Точно по графику, минута в минуту. Вот такой. Локеры для хранения вещей, которые можно найти на любой станции метро, ЖД, вокзала и так далее.
Снова здрасте. Для тех, кто приезжает в Токио и хочет оставить свои вещи, ну и, например, у него время еще до чекина много в отеле, в Токио существуют вот такие вот локеры. Например, открываем, сохраняем здесь, по экранчику вводим всего лишь код. На каждом локере написано номер локера и его стоимость в зависимости от объема. И оставляем на сутки. Например, вот такой вот у нас будет стоить 500 йен, что около 3 евро в сутки. И потом, когда вам нужно, забираем. Удобная штука, все пользуются, никто не ворует. Вообще Токио очень безумно безопасный город, всем советую, приезжайте. Не принято, кстати, здесь есть еду, пить напитки и громко разговаривать в метро. Японские местные манеры. Ну а японцы, которые спят в метро, это вообще классика. Мобильные телефоны в беззвучном режиме у всех. Подростки, читающие мангу, ну и туристы, смотрящие в окно на местную японскую архитектуру во время быстро проезжающих между станциями под открытым небом Токио. Мы с Виктором, кстати, собственно, были из последней вышеупомянутой категории лиц. Монорельс. Поезда такого типа есть не только в крупных городах, но и в провинциях. В Токио из-за большого пассажиропотока этот вид транспорта полностью автоматизирован. Ну немного и про такси. Водители в рубашках, с галстуком и в белых перчатках, космические цены на поездку, ну и бабушкины вязаные покрывала на сиденьях японских авто. Двери автоматически открывает и закрывает водитель, что немного непривычно по сравнению с Европой. Синкансен, ну или скоростные поезда Японии. Очень обширная сеть железнодорожных путей Японии позволяет вам немного преодолевать большие расстояния. Ну, у меня немного дежавю по сравнению с испанским Ренфе, Аве, ну и новопришедшими на испанский рынок компаниями Ойго, Ирио, ну и другими. Культ еды. Рис, суши, рамен. Мочи, японский мочи. Клинк с оператором. Отошли 2 метра, по центральной этой улочке советуют не есть, не кушать, дабы не вставать в очередь, не выкидывать. И вот, за угол немножко 2 метра прошли. И расскажем через 5 минут, насколько вкусные японские мочи. Нет у японцев поедания пищи в спешке. Для них это важный процесс, на котором нужно сосредоточиться и получать удовольствие. Также нет, ну и не принято, считается некрасивым, есть еду на ходу. Японец, кстати, выберет какое-то подходящее место, например, в парке, и присев спокойно будет смаковать своим обедом. Насмотревшись тиктоков, проверяем лайфхаки. Замороженные фрукты, сделаем смузи. Шаг номер 1, просканируйте. Снимите эту самую. Она так открывается. Поставил. Закрыл. Вот и. Наливает водичку. Интересно, капец. Я ж не видел блендера вживую. Смузи готов. Рис присутствует в большинстве японских блюд. Морепродукты и рыба являются основой кухни. Про рестораны и лавочки возле них, знаешь, непривычно это видеть, но у японцев принято сидеть и ждать своей очереди в ресторан. И ведь реально ждут. Возле каждого ресторана находятся стульчики. Ну и мы в нескольких очередях постоять успели. Особенно много народу в часы обеда и ужина, что, я думаю, вполне очевидно. Вся эта очередь стоит в какой-то ресторан, и мне интересно, зачем они стоят кушать. Замороженным?
Пироженки. Макдональдс. Есть тут местный прикол с двойной котлетой в бургерах. То есть можно заказать двойной дабл чизбургер и получить 4 котлеты. Ну такого я нигде не встречал. В сети Макдональдса, в странах, где я бывал. Самурай Мак, который очень вкусный бургер и который вообще нигде не встретить в мире. Let nothing stop you from honoring your appetite. The Samurai Burger. Стейк. Немного про стейки. Гриль рестораны, в котором мы были, и в котором нам принесли поджаренный стейк. Его нужно было дожаривать самому. Знаешь, это был мой первый опыт в подобных ресторанах. Да, я знаю, есть много заведений с подобным подходом, где, мол, приготовь себе сам. Но в Токио это был самый вкусный стейк, который мне запомнится надолго. Обжариваю мяско. Ну а что там про суши? Это же Япония, страна суши. Тут есть две категории суши. Быстрая лента, где в сети ресторанов на тарелке к вам подъезжает суши из заказа, который делаешь на планшете. Приехала. Но это более массовое и дешевое явление. Вот, например, в одном из таких побывали и мы. Подари. Не успел. Не успел, смотри, как она едет. Зеленый чай. Матча. Бесплатно. И кипяточек. Пока. Палочки. И так заказываем. Ну и второй тип. Это где суши перед вами готовит повар. Более дорогой вариант, вкуснее, ну и атмосфернее. И в такой ресторан мы тоже сходили. Рамен. Вкусный супчик. Рамен это вообще сказка. В любом заведении его приготовят так, что прям пальчики оближешь. В ресторане заказываем, короче, рамены. Вот немного вам цен. Есть меню, есть рамены и огроменные тарелки рамена, которые в следующем кадре вы увидите. Но я, наверное, сегодня буду гёдзи. Я обожаю планшеты, с которых все заказывается. Например, в данном случае iPad. Давай. Вот это будет. Или это. Так я ничего не могу. Итак, покажи обстановку. Как-то так. Мне лично очень понравилось во всех этих заведениях сам подход к самозаказу. То есть есть планшет, и ты сам себе заказываешь то, что хочешь. Также с него можно электронно и заплатить. Удобно. Не знаю, это новая тенденция технологий или отклик японской культуры, того, что они немного закрыты, стеснительные, тихони. Хотя тихони о последнем это если они в трезвом состоянии. Ну и раз упомянул, то немного давай поговорим про бары. Баров много, людей, кстати, тоже не меньше. И вообще вся культура клубов, баров – это отдельная ночная жизнь. Пить любят, пьют много. Ну и пьянеет быстрее, по моему взгляду. Ведь от пары стаканов пива уже веселые, ноги заплетаются. То, что для рядового немца просто глоток на завтрак, для японца это дневная доза. Автоматы с напитками, боже, это вообще красота. На каждом шагу. И по 120-170 йен в среднем стоимость. В основном продажа это различных напитков. Вода, газировка. Фига. Липтон, персик. Какая странная. Перепробовал я, наверное, все, ну или почти все самые популярные напитки, которые продают в этих автоматах. Ну и мой самый топ, это вот этот фаворит.
Это аскорбинка в виде воды. Вкусная, кислая, сладкая, витамин С, В. Прикольно. Tokyo Sky 3. Небесное дерево. Самая высокая телебашня в мире. Токийская. Подходишь к ней, в кадр не лазит. Ну и многие туристы путают ее с токийской телебашней. Я и сам про это не знал, пока не нагуглил и воочию не увидел. Лично я вот сам по себе огромный фанат смотровых площадок и всякого рода руфтопов. Одним из самых запоминающихся воспоминаний с этой поездки остался Tokyo Sky 3. Третья очередь. Супер высокое здание, где на верхушке, ну, виден весь Токио прям как на ладони. Поднялись мы на... Какой этаж? 350 метров над уровнем. Посмотрите на эту красоту. Это Токио. «350 метров высоты» первой обзорной площадки. Ну и на вторую, кстати, лайфхак и совет, не советую особо тратиться на билет, чтобы подняться на второй этаж. Вид точно такой же и цена в 2 раза дешевле. С первого этажа открывается вполне очень крутой, замечательный вид. Нет, мне не нравится. Мне нравится, как оно виглядає. Не, мне очень нравится. Мурашки по коже идут. Это что, Нью-Йорк? Никогда там не было, тут красиво, тут лучше. С погодой повезло, сейчас разведнелось. Это X2. Эти маленькие здания мне очень нравятся. Не знаю, слышно меня или нет, я попробую погромче говорить. А вон та штука, которую мы проходили внизу. Класс. Тут же, кстати, я увидел инсталляцию «Загадай желание» Wish, где на ленточке каждый может сам себе написать заветное желание, оставить его здесь в надежде на то, что оно когда-нибудь сбудется. Интересно было, кстати, видеть мельком, чего люди только не желают. От мира во всем мире до айфона и предложение руки и сердца от парня, с которым встречаешься аж целых 1,5 года. Да-да, и такое я видел. Свои хотелки и мы тут с Виктором оставили. В общем, смысл. Вешаешь ленточку, загадываешь желание и берешь магнитик в подарок. Токио Тауэр, Токийская башня. Ну, это красненькая, которую я вспоминал 2 минуты назад. Знаменитая на весь мир и которую можно увидеть на многих открытках. Привет тебе снова. За моей спиной находится Зоджо-Дзи, извиняюсь за произношение, темпл, буддийский храм. Ну и за ним, естественно, знаменитая токийская телебашня, телерадио башня. Мне как радист очень приятно, люблю все радиоштуки. Одесскому политеху привет, факультет РТФ. Кто понял, тот понял. Башня построена в 56-57 году, если я не ошибаюсь. Выстроена всего лишь за год, высота составляет 333 метра, и то, что я помню из памяти, это на 30 метров выше, чем Эйфелева. Поэтому те, кто был в Париже и знает, как выглядит Эйфелева, мне лично не очень сильно понравилось, но здесь вот класс. Черно-белый цвет, раскраски, район, буддийский храм Темпл, очень все воодушевляет. Ну, я немножко с водичкой, потому что сегодня, как всегда, снова жарко. Хотя будет дождь, скорее всего, но это не точно. Но это не точно. Здесь вообще, в принципе, в Токио другой мир азиатский, с культурой, с традициями, с буддийскими храмами. Интересно. Необычно по сравнению с старушкой Европой, где католицизм и храмы уже приелись. Другая планета, другой мир со своими уставами и правилами. Путешествуйте, уважайте другие культуры, открывайте для себя новые места. Ну, а я пойду дальше.
Я, будучи уверенным, что посмотрел лайфхак с ТикТока, как снять красивое селфи на фоне башни, думал, ну, никого не будет на том споте, и можно будет прийти, спокойно сделать снимок. Ага, не тут-то было. Потом я увидел еще десяток другой людей в очереди, ожидающих сделать точно такой же снимок. Знаешь, это очередное ожидание реальности. Ну, я и подумал, вот ведь странные люди. Я же не такой, чтобы просто сидеть ждать 40 минут в очереди для красивой фотографии. Статуя Свободы и Fuji Television. Статуя Гандама. Район Кото. Тут мы приехали посмотреть на статую Свободы. Ну, обычно думал 5 минут сфотографироваться, да и все. Но прям безумно был удивлен, прибыв на место и увидев огромнейший район с очень крутыми достопримечательностями и безумным скайлайном. Всем привет! Сейчас мы в районе Кота, Токио, выехали. Очень красивый район, какие-то насыпные то ли острова, то ли что. За моей спиной башня телевидения, Fuji Television, для тех, кто не знает, достопримечательность наша. Fuji Television за моей спиной. И там, короче, рассказывают и снимают фильмы японские, для тех, кто в теме. Ставь лайк, подписывайся на канал. Кстати, тут же находится огромная механическая статуя Гандама. Типа японского аналога трансформеру. Да простят меня все почитатели этой франшизы аниме, с которой я не знаком. Но меня очень впечатлило. Особенно сам размер конструкции. Вот робот. За моей спиной статуя Свободы, подаренная Францией, Японии в 1999 году. Сама с собой представляет где-то 12-метровую статую, которая 1/7 занимает, да? 1/7 вроде бы, если я не ошибаюсь. 1/7 от оригинальной ее копии в Нью-Йорке, в Штатах. Но французам показалось мало дарить одной статуи Свободы японцам в честь их крепких отношений. Они подарили несколько, и эти несколько статуй Свободы разбросаны по всей Японии, по всей стране. Что еще можно сказать? Skyline Токио, как я уже говорил, очень красивый в этот солнечный прекрасный день, не дождливый. И на фоне Токийского залива и Радужного моста, к которому мы переместимся в следующем кадре. Район Кото, Токио. И за моей спиной можете видеть немного статуи Свободы, а также вид на Skyline Токио, строящийся, деловой район. Радужный мост, который очень красивый, ну, естественно, радужный. Почему? Потому что ночью он светится разными цветами, а также по праздникам. Прикреплю фото и видео вот здесь вот и вот здесь вот. Проплывающие мимо яхты, катера, ферри, проплывающие мимо на фоне вот этого вот скайлайна яхты, круизы, которые приплывают в Токио. Там вдалеке видна Токийская башня красная, на которой мы только что были. Ну вы посмотрите на этот скайлайн. Я в следующем кадре попробую немного приблизить и пойти поближе посмотреть. Снова здрасте. За моей спиной находится Радужный мост, построенный в 1993 году в протяженностью где-то 550 метров. Ну, то, что я вычитал в Википедии. И на фоне Токийский залив, который в свою очередь является одним ведущий в порт Йокогама в Токио, который является одним из первых, из трех самых больших портов в Азии. Team Lab. Отдельным пунктом нужно упомянуть это. Мне вообще не понравилось. Выставка, или как это назвать, ну, они сами себя именуют Amazing Experience. Мне вообще не зашло. Кстати, вот он скоро закрывается в этом году. Кто не успел, тот не успел. В общем, пару залов с непонятно чем, где тучи людей делают селфи и видео для Инстаграма и супер довольные радуются пару светодиодам и зеркальным комнатам. Не, ну реально. Знаешь, это вот очередное типичное ожидание реальности. Смотрю на людей, и все прям такие «Вау, в восторге!» А я вообще не понял прикола. Ну, начало было таким. Ты снимаешь обувь, ставишь на хранение и проходишь сквозь туннель, где в ногах течет тебе вода. Попутно помыв их и, судя по запаху, хлоркой.
Потом попадаешь в зал с большими надувными матрасами. Шары с ватой разной степени жесткости, по которой весело детишки пробегают дальше, ну а я недоумеваю, что я тут вообще забыл, спокойно следую за ними. Я можно тут лягу? Я устал с дороги, полежу. Ёптать. А они разные. Они еще и разные. Разные. Следующий зал – это зеркальное помещение в развешанной светодиодами, дающий эффект бесконечности. Ну окей, тут допустим мне понравилось более-менее. Визуально симпатично, очень крутая картинка для инстаграма и социальных сетей. Всего лишь чуть-чуть народу. Зеркальный пол. Пошли дальше. Следующий зал – это где ты по колено в воде ходишь, как в бассейне. На белую мутную воду проектором сверху с потолка отсвечивают анимационные фигуры. Вон воды по колено. Пришли ноги помочить, по болоту походить. Викторовна, такая хуйня. Зал с огромными надувными шарами, толкая которые меняют свой цвет. Вау! Подумали и другие, но не я. Я, кстати, тут случайно влупил локтем в один из таких шаров. Тот улетел в тайванского туриста, перед которым я спустя пару секунд все-таки извинялся. И... Не, сейчас слово, ненароком. Sorry, man. Знаю, ты не смотришь это видео, но извиняюсь еще раз. Вау! Вау, зеркало, вау! Дальше я таки побачу. На следующей остановке меня ждал сад. 2 на 2 метра, где стоят космические яйца. Ожидание, реальность. Пластик. Пост. Под открытое небо. Инстаграма куча. Ну и последним замыкающим представлением была комната, где пару сухих, выцветших растений на лесках поднимают вверх и опускают. И из-за окружающих зеркал создается иллюзия типа лес растений. Хотя растения довольно бедные, судя по ним. Высохли года 1,5 назад и вообще такие стоят бедные из разряда «убейте нас». That man's an imposter. That man is the imposter. Разочарованным от этого вау мега экспириенс купил мороженое, ну и